Добрый день всем, меня зовут Сергей, я являюсь руководителем продукта «Инвестиционная платформа». Это как раз ПАМы, МАМы и социальный трейдинг. Собственно, зачем мы все это сделали? На самом деле причина очень простая, потому что рынки — это, по сути, такой денежный насос от тех, кто деньги теряет, тем, кто деньги зарабатывает. Да? И таких людей в разных брокерах по-разному, на разных рынках по-разному, но, как правило, 3/4 людей деньги теряют, четверть зарабатывает. Этих людей меньше, они очень редкие. Вот. А с другой стороны, брокерам очень тяжело объяснять клиентам, почему им нужно пополнить счет, если они потеряли деньги, да? То есть этому большинству. И, в принципе, трейдерам, как таковым, очень сложно сделать этот бизнес своим основным источником дохода, даже если у тебя есть там депозит выше среднего $5000. Ты же не сможешь жить на другие $5000 целый год после этого. Да? То есть это, если нету миллиона, это побочный источник дохода. Поэтому эта платформа, по сути, позволяет усилить позиции каждого из этих вот групп юзеров, клиентов, участников рынка. Да? То есть сделать жизнь лучше брокеру, сделать жизнь лучше трейдерам, сделать жизнь лучше инвесторам. И по сути, вот те люди, которые еще на текущий момент не умеют нормально зарабатывать, в случае с социальным трейдингом они могут учиться на реальных позициях, на реальных сделках реальных клиентов. А с другой стороны, если у них нет желания проходить этот тяжелый путь к собственному успеху, они могут присоединиться к успеху уже зарабатывающих трейдеров, которые доказали, что они действительно могут делать деньги на рынке. С другой стороны, возможности для трейдеров. Они могут без увеличения собственных торговых рисков значительно увеличить собственный доход только за счет того, что они будут зарабатывать не только там 30% со своих $5000, но еще и со всей прибыли, денег своих клиентов. И в целом вот эта вот возможность, не увеличивая торговые риски на каждую сделку, увеличить свой доход значительно, позволяет целиться на то, чтобы сделать свое любимое занятие трейдинг своим основным видом деятельности. Ну и возможность для брокеров, во-первых, не каждый интересующийся финансовыми рынками человек готов торговать самостоятельно. У кого-то есть дети, у кого-то есть работа, которая тратит 12 часов в день, и в целом на все остальное не остается времени. Эти клиенты могут стать инвесторами. С другой стороны, увеличить возвращаемость трейдеров как клиентов. Да, потому что одно дело, если тебе обещают дополнительные $5000 в год, а другое дело, если тебе обещают нормальный карьерный рост. И тебе нужно просто еще раз попытаться, еще раз сделать усилия, но в конце ты получишь значительно больше. То есть, с одной стороны, те люди, которые не могут зарабатывать самостоятельно, они будут конвертироваться в инвесторов. Те люди, которые хотят зарабатывать, они будут возвращаться и пробовать, и пробовать, и пробовать снова. Собственно, мой продукт, он, по сути, позволяет по-разному удовлетворить вот эту вот потребность и соединить людей с деньгами с людьми, которые умеют торговать. Это первое — социальный трейдинг или копи-трейдинг, второе — ПАМ-счета и третье — МАМ-счета. Теперь чуть поподробнее о каждом из них. Первый социальный трейдинг — это копи-трейдинг. По сути, когда инвестор приходит на сайт брокеру, видит рейтинг, смотрит, как люди торгуют. Если нравится, он подключает свой счет и начинает с каждой новой сделкой получать сигналы на свой счет. И на его отдельном счету открываются позиции. Вот реально, копи-трейдинг как пишется, так и слышится. Все счета разные. Если инвестор пополнил свой счет, ничего не случилось со счетами управляющих и наоборот. Инвестор может копировать их с разными множителями. Если какая-то позиция не понравилась, он может ее закрыть. Если он видит какую-то возможность, например, нефть упала на 30% в понедельник, а у меня никто нефтью не торгует, все евро-доллар гоняют. Окей, я беру на своем же этом же счете, на который копируется сигнал, открываю позицию по нефти, и все у меня хорошо. Мне не нужно дробить мои деньги на 4 разных счета, которые один у одного трейдера, второй у второго трейдера, третий у третьего трейдера, а здесь я торгую сам. Все делается на одном и том же счете. И можно, по сути, создавать инвестиционный портфель и разные счета копировать с разными множителями. То есть прям реально очень круто. А еще на каждого из них поставить по лимиту потерь, и в целом пуля непробиваемая получается.
Самое главное здесь то, что это разрешает регулятор белорусский. Это самый главный плюс. ПАМ-счета — это, по сути, когда деньги инвесторов объединяются в один счет копилку, и управляющий торгует на нем. Это может происходить как в виде доверительного управления, когда брокер все это организует и подключает друг к другу. Может происходить, когда инвесторы подключаются через рейтинг. Вот. Но основное различие здесь, что если инвестор подключается и пополняет свой счет, то меняется общая сумма денег на счете трейдера. Но с другой стороны, если здесь счета разные, физически разные, и сделки физически разные, здесь может быть проскальзывание. А здесь мы распределяем на счета инвесторов только прибыль или убытки, пропорциональны их средствам в рамках большого ПАМа. И цена исполнения у всех одинаковая, а самое главное, здесь нет никаких лимитов на размер счета. Вы можете быть 50-долларовым инвестором в миллионе, и все у вас будет хорошо. А в копи-трейдинге, если 50 долларов к миллиону подключить, в принципе, ничего. Вот. А есть еще МАМ-счета, не буду сейчас я вам говорить об этом, но если кому-то интересно в кулуарах поговорить, в принципе мы можем реализовать любую фантазию на тему доверительного управления, и в целом один фонд управляющий может управлять счетами с несколькими, он может управлять пулом инвесторов с нескольких своих счетов. На одного поставить робота, на втором торговать руками. Или одного отдать трейдеру Федору, второму трейдеру Ивану, третьему трейдеру Евгению, на четвертом торговать сам, на пятого поставить советника. Все что угодно. А еще можно скопировать эти сделки с других счетов. А самими инвесторами могут быть ПАМы. Ну, то есть ПАМ-мастера. То есть здесь прям реально любая фантазия. Не буду грузить, но реально все, кому интересно, подходите, я с удовольствием прям расскажу, покажу и порисую. Деньги. Как можно заработать? Заработать можно 4 способами. Первый – это процент от чистой прибыли. То есть был счет в 1000 долларов, стал счет в 1100, 120 долларов отщипнули, все хорошо. Второе – это процент от оборота. Мы покопировали 10 сделок, у этих сделок есть какой-то объем, мы с этого объема заплатили, вот прям как брокерская комиссия, только со счета инвестора на счет трейдера. Третье – менеджмент фи, это плата за управление. Как правило, ее берут те, кто могут ее взять. Это обычно делают инвестиционные фонды крупные. Вот, в ритейл-бизнесе не распространено. И четвертый тип – это плата за подписку, subscription fee. Условно, как за Apple Music мы платим 169 рублей в месяц. Вот примерно так вот. 10 долларов в месяц, 5 долларов в неделю, 1 доллар в день. В зависимости от аппетитов мастера мы можем списывать с каждого счета инвестора, независимо от его суммы на счете. Для всех типов счетов, опять же актуально, это лимиты потерь. Лимит потери у нас 2 типа. Один на счет инвестора, да, и он восстанавливается для каждого трейдера. То есть если это копия-инвестор, он подписан на 3 трейдеров, мы можем на каждого из них установить свои индивидуальные лимиты потерь. Вот с этим я не хочу потерять больше 100 долларов, с этим больше 500, а с этим больше 300. И все. Если плавающий убыток и реализованный PNL достигают этого значения, счет отключается от конкретного трейдера, сделки закрываются, все хорошо. Вот. А с 2 другими продолжается работа. А в случае с трейдерами это другой лимит потерь. Это лимит потерь на день. Это вот как большие фонды ставят риск-менеджера смотреть за трейдерами. Если у кого-то день очень плохой, то его отрубают от торговли. Здесь ровно то же самое. Поставили лимит потерь 3% на день. Если от средств начала дня трейдер потерял 3%, все его позиции закрываются, а счет переводится в read-only. И все. Сегодня он сам не может открыть позицию. Вот. Но в 0.0 его счет снова превращается в торговый, и он может открывать новые позиции. Это позволяет вот в дни, как в понедельник, когда рынок идет в непонятном направлении на 30%, да? Вот, а позавчера он и предыдущие 2 года он ходил на 2%, вот, чтобы вот он не открывал новые позиции, когда достиг 4% движения, 6%, 8%, а вот случился плохой день, он потерял свои 3%, вышел из игры. В следующий день во вторник пришел, и снова рынок как нормальный. И он сможет продолжать торговать, и счет его снова, в целости и сохранности. То есть, чтобы люди не теряли на больших движениях, в плохие свои дни, в плохом настроении полностью весь счет.
собственно, вишенка, как это все работает. Базово мы работаем через MT API, через менеджерский API с MetaTrader 4 или MetaTrader 5 серверами. Нам не нужно вставлять никакие плагины в сам торговый сервер, что может просто повлечь за собой его крах. У нас есть два сервиса. Один отвечает за расчеты, второй отвечает за API. В целом все... и база данных. Тут хранится вся информация вообще по всему. То есть если вам потом когда-то понадобится посчитать какие-либо данные, выгрузить что-либо, вы всегда можете воспользоваться базой данных. Оба сервиса мониторятся. У нас постоянно гоняются автоматические тесты. Если что-то случается, мы это видим раньше, чем вообще кто-либо сообщил. Вот. На большинство кейсов всегда есть какие-то авторекавери штуки, скрипты, которые позволяют возобновить всю работу незаметно. Если что-то случается, наша поддержка 24/7 реагирует. И в выходные пишет нашим клиентам о том, что у них не работает сервер, они такие: у нас maintenance. Мы такие: окей. И едем дальше. Вот. Также есть фронтенд, есть админка, есть веб-интерфейсы, и есть даже виджет для сайта с рейтингом. Я буду закругляться. Базово вот наши текущие веб-интерфейсы, есть красивые графики, есть рейтинги счетов, страницы подписок, но мы движемся к тому, что мы встроим наш копи-трейдинг в личный кабинет, как раз в V2Core, о котором рассказывал Иван, и все это превратится чуть будет более красиво и более нативно прямо в рамках нашего основного продукта, но он также будет поставляться как стендалон решение, как это есть сейчас. Вот, в целом не обязательно быть пользователем наших любых других продуктов для того, чтобы пользоваться этим, но те, кто будут пользоваться личным кабинетом в 2021 году, получат действительно очень крутое решение. Собственно, спасибо за внимание.